Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Готовить пирожки начнем с теста. 70 мл теплого молока, 5 граммов сахара и пакетик сухих дрожжей размешаем. Пока убираем в сторону на минут 10-15. В большую миску разбиваем одно яйцо, которое взбиваем тщательно с чайной ложкой соли. Важно разбить сам белок до появления пузырей. Таким образом, он не сделает тесто плотным. Вливаем 100 граммов масла растительного без запаха. У моего масла такой цвет, потому что здесь добавлено небольшое количество растопленного сливочного масла, буквально чайная ложка, но вполне можно обойтись и без него. Всыпаем 40 граммов сахара, перемешиваем. Если у вас нет весов, то все ингредиенты переведены в ложки и стаканы, они указаны рядом с граммами под видео. Доливаем 200 мл теплого молока, причем настолько теплое, чтобы вся сдоба осталась также теплой. Добавляем муку 7-8 столовых ложек из общего веса по рецепту. Хорошо перемешаем. К этому времени взгляните, что произошло с дрожжами. Размешать их нужно тщательно и только потом вливать в тесто. Даем возможность им разойтись, перемешивая венчиком. Если есть комочки, не переживайте, позже разойдутся. Добавим еще муку, загущая тесто. И тщательно вымесим руками на рабочей поверхности. Причем, если тесто уже не липкое, но держит форму, то остатки муки лучше убрать. Мука разная, и, соответственно, свойства у нее могут отличаться от нашей. Итого для теста понадобилось ровно 500 граммов муки, чтобы получить гладкую, мягкую структуру. Как видите, тесто при сборке в шар держит форму, но при этом очень мягкое. Миску смазывать не нужно, в тесте достаточно жира. Просто накрываем, ставим в теплое место для брожения. Через 50-60 минут тесто увеличится вдвое, может даже больше. Следует его хорошо обмять, собирая со стенок миски. Округлим снова в шар, накрываем и ставим второй раз в тепло, чтобы снова увеличилось в объеме. Разогреваем растительное масло и в нем обжариваем луковицу, нарезанную полукольцами. Жарим до прозрачности. Готово. Можно добавлять капусту. Ее здесь 450 граммов. Но капуста не простая, а краснокочанная. Именно эта капуста придает необычный цвет. Кстати, резать ее лучше в перчатках, так как красится. Жарим все вместе до мягкости капусты. Необходимо в этот момент посолить по вкусу. Через время капуста уже приобретет синий оттенок. Капуста должна не потушиться, а лучше поджариться. И прямо в горячую добавляем 4 яйца, сваренные вкрутую. Натираем их на крупной терке. Такая капустная начинка отличается от обычной не только цветом, но и, конечно же, вкусом. Советую вам тоже попробовать. После перемешивания белок сразу окрашивается в легкий голубой цвет. Второй раз тесто поднялось быстрее. Прошло примерно 35 минут. Выкладываем его на стол, не обминаем. Делаем отверстие в середине и полученный круг разрываем. Разделим на кусочки по 60-65 граммов. Для удобства раскатки, так края будут ровнее получаться. И для дополнительной обминки кусочки теста собираем в округлые шарики. Выходит 15 штук. Заготовки шарики обязательно накрываем на 10-15 минут, чтобы при раскатке тесто не стягивалось. И все, спустя это время можно лепить пирожки. Берем кусочек, самый первый. Раскатываем не тонко, с помощью скалки, без добавления муки.
Тесто не прилипает, как видите. Кладем в середину ложку с горкой капусты. Лепим пирожки желаемой формы. Если нижний шов собирать гармошкой, то такой шов точно будет держаться лучше. Залепим надежнее, это важно. Тесто, содержащее масло, легко расходится по шву. Поэтому не упускайте момент. Соединяйте шов надежнее. Причем теплая начинка лучше поднимает тесто при расстойке. Имейте в виду. Пирожки раскладываем на расстоянии друг от друга на противень. Можно использовать пергамент или просто смазать его маслом. Пирожкам с капустой даем постоять 15 минут, пока греется духовка. Перед выпечкой очень аккуратно берем пирожок и обязательно проверим шов, который внизу. Если плохо слепили, шов может разойтись. Еще раз обращаю на это внимание. Остается смешать желток и чайную ложку молока. Этой смесью аккуратно смазываем все пирожки с капустой. Сверху по желанию посыпаем семенами кунжута. В горячей духовке выпекаем пирожки в течение 15-20 минут при температуре 200 градусов. Время зависит от особенностей вашей духовки. Пирожки обязательно должны быть румяные со всех сторон. Все готово. Пышные, красивые. Остужаем их на решетке, перенося прямо с пергаментом. Давайте скорее пробовать. Пирожки нежные, на ощупь тесто воздушное и невероятно мягкое, я бы сказала даже легкое. Внутри, несмотря на свой интересный цвет, вкусная начинка из капусты с яйцом. Да вы и сами все видите. Готовьте с удовольствием. Не бойтесь, что такие пирожки на следующий день будут невкусные. Да и они просто могут не остаться. Удачной выпечки, пока!